В прошлый раз мы начали знакомство с МФА – международным фонетическим алфавитом. Мы узнали, что на звучание гласного влияют три основных органа – это язык, губы и мягкое небо. И все эти звуки можно аккуратно разложить по полочкам диаграммы гласных МФА. В этом видео мы посчитаем, сколько гласных звуков в русском языке, узнаем, когда буква А означает звук «ы», посмеемся над странными акцентами и поймем, как научиться произносить половину всех возможных гласных в диаграмме МФА. Чтобы овладеть правильным произношением в иностранном языке, одной теории мало. Необходимо, чтобы сформировался навык, чтобы развилась мышечная память для положения языка, губ, мягкого неба. Но в нашем родном языке уже есть много разных гласных звуков, а это значит, что мы уже умеем их произносить. Вот диаграмма гласных для русского языка. Только подумайте, все эти звуки вы уже умеете правильно произносить. Это половина всей диаграммы гласных. Но не слишком ли их много? Откуда они взялись? Давайте разбираться. Начнем с простого вопроса. Сколько гласных букв в русском языке? Не звуков, а именно букв всего 10, и мы можем объединить их в пары. А-я, э-е, о-ё, у-ю и «ы». Мы еще со школы помним, что 4 гласных буквы «я», «е», «ё», «ю» обозначают по 2 звука. Поэтому мы должны их вычеркнуть и получаем 10 минус 4, 6 звуков. Все эти звуки можно встретить под ударением, и мы, носители русского языка, различаем их четко. Если заменить один гласный звук на другой, то слово может полностью поменять смысл. Стол – стул, дым – дом, лак – лук. Так почему же у нас на диаграмме гораздо больше гласных? Почему же для них нет особых букв, если они действительно звучат по-разному, по-другому? А дело здесь вот в чем. Лингвисты различают два понятия – фонемы и аллофоны. Фонема – это минимальная смыслоразличительная единица языка. При замене одной фонемы на другую получается другое слово. В русском языке есть 6 гласных фонем, и именно для них есть отдельные буквы. Поэтому и получается, что если заменить одну фонему, у нас буква тоже поменяется, и слово будет писаться по-другому, как стол и стул. Каждая фонема может произноситься, то есть реализовываться, немного по-разному, в зависимости от ударения и фонетического окружения. И вот каждая такая реализация фонемы называется аллофон. Аллофон – это физическое понятие, мы его можем записать при помощи приборов и померить акустические характеристики. Фонема – это логическое понятие, это то, как носители языка воспринимают звуки. Два разных звука могут быть аллофонами одной фонемы в русском, но разными фонемами в английском. Например, носитель английского языка легко различает слова cat, cut, caught. А для русского уха эти звуки всего лишь вариации одной и той же фонемы «а». Нам эта разница кажется незначительной, поэтому нужна тренировка, чтобы уметь различать эти звуки и правильно их выговаривать в английском. Почему у фонемы может быть несколько аллофонов? Во-первых, мы произносим не отдельные звуки, а целые слова. И речевой аппарат не может моментально перестроиться от одного звука к другому. Поэтому выходит, что звуки влияют друг на друга. Во-вторых, в русском языке происходит редукция безударных гласных. Безударное «о» превращается в «а», потому что его произнести легче, чем «о». Не надо округлять губы, язык более расслаблен. И вообще наша редукция – это экономия сил при говорении. МФА можно использовать и для записи фонем, и для записи аллофонов. Транскрипция фонем окружается косыми чертами, а более точная транскрипция аллофонов пишется в квадратных скобках. Теперь разберемся, почему и где в русском языке появляются разные аллофоны. Первое общее правило – это влияние соседних звуков. Когда мы произносим мягкие согласные, мы выгибаем спинку языка вверх к твердому небу. Т, Л. Этот процесс по-научному называется палатализация, от латинского слова palatum – небо. И когда наш гласный зажат между двумя мягкими согласными, то язык пытается оптимизировать свое движение, и гласное продвигается к левой верхней части диаграммы, то есть становится более передней и закрытой.
Поэтому у нас передние гласные движутся вверх, чтобы стать более закрытыми. Переходит в как в слове весь, эсь. А переходит в как в слове пять, Задние гласные движутся вперед. Переходит в как в слове люди, О переходит в как в слове тетя, Звук И у нас уже передний закрытый. Ему дальше некуда двигаться. Ну а звук И у нас не встречается после мягких согласных. Есть даже такая научная интерпретация, что звук И это всего лишь аллофон для фонемы И после твердых согласных. И всего у нас 5, а не 6 фонем. В русском языке согласный Л очень твердый. Он тверже, чем во многих европейских языках. И эта твердость появляется потому, что задняя часть языка поднимается вверх, к мягкому небу. Отсюда научное название – веляризация, от слова «велум» – мягкое небо. Веляризация – это противоположность палатализации. Получается, что когда язык поднимается к твердому небу, звук мягкий, а когда к мягкому небу, то звук твердый. И вот этот вот твердый задний Л оттягивает звук А назад так сильно, что тот немного меняет звучание и становится задним А, как в слове палка. Палка. Сравните. Палка, палка. А. Второе общее правило – это редукция. Когда гласный оказывается без ударения, он переходит в один из соседних ненапряженных звуков. Поэтому наши И, переходят в ненапряженный И, как в слове лиса. Лиса. Мы же не говорим лиса. Это будет французский акцент. Здесь улыбка очень широкая, потому что гласный был бы напряженный. Звук У переходит в ненапряженный Сравните. Руки, рука. Гласные АО ведут себя одинаково. Они либо переходят в ненапряженный звук А, обозначается как А перевернутое, либо вообще звук шва. Звук А звучит перед ударными слогами, как в слове «вода», либо в самом начале слова, как в слове «облака». Во всех остальных позициях звучит максимально расслабленный шва, как в слове «мама». Мама. Мы не говорим «вода», «облака», «мама». Это будет итальянский акцент. Наконец, оба процесса могут наложиться. И вот когда это происходит. Если у нас безударная фонема А или О идет после мягкого согласного, то она переходит в ненапряженный как в слове «язык». Язык. Но самый неожиданный факт – это чтение безударного А как в словах типа «жалеть», «лошадей», «20», то есть после «ж», «ша», «ц». Вот и получается, что фонем в русском языке 6 или 5, а всех аллофонов 15, то есть в 2-3 раза больше. И все это богатство мы записываем 10 буквами и не подозреваем, что звуков гораздо больше. Носители языка часто бывают шокированы, когда узнают, что в их языке есть какие-то аллофоны. Хотя, если употребить неправильный аллофон, то носитель это почувствует как иностранный акцент, как диалектное или как утрированное произношение. Именно так можно убедиться, что аллофоны – это не выдумка ученых. Всего на диаграмме гласных МФА есть 28 звуков, не считая носовых, а в русском языке мы насчитали 15 аллофонов. Это значит, что для половины всех возможных неносовых звуков у нас уже есть навыки произношения. Сегодня было много информации, и не смущайтесь, если вы не сразу все запомнили. Фонетика вовсе не сложнее грамматики. Просто в школе вы учили грамматику несколько лет, а фонетику нет. Поэтому термины «глагол» и «подлежащее» для вас привычны, а открытый гласный или аллофон нет. Пока нет. В следующем выпуске мы разберем диаграммы гласных для французского и немецкого языков и увидим, какие звуки мы уже давно умеем произносить, а какие в русском языке не существуют. Мы узнаем, какое слово ближе к оригиналу
Депардье или Депардье. И мы поймем, для кого французские гласные проще, для русских или для немцев. Изучайте фонетику.